Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, какая женщина на пороге. Есть ли вообще на пороге у вас какая-нибудь женщина? Итак, настройтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрим, какой сейчас вы жизненной ситуации. И сразу у нас падает грусть, печаль, тоска, такое депрессивное, такое противное состояние. Очень вам плохо сейчас. Вот знаете, у вас четко проигрывается ситуация с женщиной, болезненная ситуация с женщиной, из-за которой сейчас вот у вас такой вот, депрессняк просто. По крайней мере, апатия точно. Женщина, которая была для вас всем. Женщина, которая сделала вам больно, была вам послана вот свыше. По крайней мере, вы думали, что вы будете там чуть ли не до гробовой доски вместе, да, как в сказках, да, вот будем жить долго и счастливо и умрем в один день. Вот. Но, знаете, вот женщина, которая не оценила то, что вы для нее делали, большая манипуляторша. Но, несмотря ни на что, вы, вот если так по-честному, либо надеетесь на примирение с ней, либо, вот знаете, вы допускаете, пусть один шанс на миллион, но вы допускаете это. Просто по той простой причине, что вас не отпустила любовь, вас не отпустили чувства к этой женщине. Вот вы не можете ее забыть, это вот как наваждение. Бывают такие ситуации довольно часто, когда мужчина вот умом понимает, да, что это все, что вот она предала, она обманула, она сделала больно, но сердцу не прикажешь, и просто, ночами снится, не выходит из головы, просто какое-то наваждение. Вот что-то подобное у вас. Женщина, которая, вот она, даже если вы сейчас общаетесь, вот даже редко общаетесь, она и сейчас как-то вот это общение может быть в штыки как-то, уколоть, сделать больно. Даже при звонке, при СМС. Это как-то, вот знаете, как соль на рану вам сыпет. Постоянно даже вот виртуально, там, я не знаю, по телефону, все равно какие-то могут быть придирки, все не так. Даже если это касается там общения ради детей, она все равно может вас обвинять. Вот ты и то не делаешь, ты не приходишь, денег не даешь, дети тебе не нужны и так далее. То есть и сейчас какие-то нападки в вашу сторону. Такая довольно непростая у вас ситуация. Давайте посмотрим, что дальше будет вообще в вашей жизни, в вашей личной жизни. Будут ли какие-то изменения? У вас страхи. У вас страхи сейчас, вот знаете, вот перед женщинами. Не в том плане, что вот вы как кролик боитесь их, нет. Страхи предательства, страхи обмана, страх того, что вам снова сделают больно. От этого вам еще тяжелее становится. Вы как бы понимаете, что рано или поздно, но придется все равно начинать новые отношения, может быть, да. Это как бы естественно, это природа людская, да, вот жить в паре. Но вас это очень сильно пугает и страшит. С другой стороны, вам может еще быть страшно, что не хочется одному остаться, да, вот особенно если дело идет к старости, одному, когда некому стакан воды подать. Тоже вас пугает эта ситуация. Хотя, знаете, вот где-то я вот слышала, то ли в передаче какой-то, вот хорошее такое выражение, высказывание было, да, вот по поводу подать стакан воды на старости. А человек и отвечает, говорит, а я не знаю, а захочется ли мне пить на старости, да? И вот эта фраза как-то и меня зацепила. И действительно, вот если задуматься, мы все стремимся быть в паре, да, вот найти человека, который будет с нами идти рука об руку и будет действительно до старости. А многие доживают до старости, говорят, а мне ничего не надо. Мне наоборот, там он или она, они мне мешают, раздражают. Лучше бы я один был или одна. То есть, понимаете, вот такие вот ситуации. И наоборот, многие одинокие люди говорят, мне хорошо, мне никто не нужен, мне никто мозг не выносит, да.
То есть вот такой спорный еще вопрос по поводу стакана воды, хотя эта фраза довольно-таки распространенная. Захочется ли пить на старости, да? Нужен ли этот стакан воды будет? То есть вас пугает ваше будущее. Как я уже говорила, женщины вокруг вас есть, но вы как-то не обращаете особо на них внимания. Вот вы их держите на расстоянии. Да, вы можете оценить, что красивая женщина, фигуристая, там все. Да, у вас могут быть одноразовые связи, да, как бы физиология. Хотя даже насчет физиологии особо и на это может вас не тянуть или как-то, ну, не так часто, может быть, хотеться, как раньше это было. Просто из-за вот этой вот психосоматики, из-за вот этих ну, болезненных ощущений, из-за того, что болит душа просто. Итак, что же будет дальше? Вот ваши страхи, да? Вот пока мы видим страхи перед женщинами, перед отношениями. Да, у вас глубокая, глубокая боль. Вы сейчас, скорее, вот вам не до новых женщин, вы вот весь ностальгируете. У вас злость, обида, страхи. Вы вспоминаете либо же ту женщину, с которой вот вам было хорошо, те периоды начала отношений, когда вам было хорошо, когда была гармония, счастье и покой. Вот вы именно сейчас вспоминаете это. Так, что будет дальше? Очень у вас разбито сердце. Боже, посмотрите, как у вас разбито сердце. У вас будет женщина, пройдет какой-то период, вы перестрадаете, перегрустите. Это все лечится. Время лечит. Появится женщина, довольно такая вот интересная. Женщина, которая, вот знаете, таких женщин боятся, таких женщин уважают, таких женщин обожают. Она с таким мощным стержнем, она с характером, она ухоженная, красивая. Женщина, которая знает себе цену. Из таких женщин не повьешь веревки. Она умеет проявить свой характер. Очень коммуникабельная, очень умная дамочка такая. Так. Она, вот знаете, у нее был тоже период затишья. Вот у нее какой-то период был, что ей было не до мужчин. Она либо же в работу ушла, либо же вот она тоже проходила период, когда ей нужно было перегрустить, перестрадать. Очень такая компанейская дама. С ней у вас начнется новый жизненный этап. Но снова таки нам падает карта, когда вот у вас страхи. Вот страхи одолевают. Вот вы даже когда познакомитесь с этой женщиной, вас будут переполнять страхи. Вот могут появиться такие мысли, вот она такая красивая, она может быть обеспеченная, вот я ее не потяну и тому подобное. Очень часто мужчины, ну так, побаиваются красивых, самодостаточных женщин, тем более, если у мужчины не очень большой заработок. Они просто даже боятся подойти познакомиться. По той простой причине, что ну вот не потяну, да, вот я и не ровня, я ниже статусом и так далее. Хотя, в общем-то, это может быть большой ошибкой. Вот знаете, все равно, как бы ни было у вас разбито сердце, вот все равно вы в душе ждете другую женщину. Вот, ну вот можете даже сейчас не отрицать этого. Пусть глубоко в душе, но вы ждете другую женщину. Да, вы боитесь обмана, вы боитесь той боли, которую могут причинить, вы боитесь предательства. Но все равно в вашей жизни появится эта женщина, которая очень сильно возьмет вас в оборот. Посмотрите, женщина, она такая вот воинственного характера. То есть не сюси-пуси с ней будут. Она такая вот мужичка, да, вот мужик в юбке, как говорят. Это будет ваш судьбоносный шанс. Эта женщина не просто так проходит мимо.
Это не проходящая какая-то женщина. Вот посмотрите, да. Это будет сильнейшая трансформация вашей жизни. Это будет период перемен. Это будет период выбора, когда вот вы станете перед выбором, либо же вы потеряете эту женщину, хотя она вам будет нравиться, либо вы будете с ней, несмотря на свои страхи, опасения, свою злость. Посмотрите, чем итог у нас заканчивается. Карта влюбленных. То есть вот эта женщина, она поборет все ваши страхи, все опасения, все какие-то сомнения. Пусть это будет не сразу, пусть постепенно. Но она вам даст понять, что она не такая, как бывшая. Вы поймете, что она не такая, как бывшая. И, в общем-то, все женщины разные. Да, психологическая травма – это очень сильная травма. Но нужно все-таки работать с собой, работать с психологом, если это нужно, прорабатывать все эти психотравмы, потому что с ними очень тяжело жить, и они просто могут до конца жизни не давать покоя человеку, если над ними не работать. Поэтому, дорогие мужчины, все будет хорошо, в вашей жизни появится женщина, новая любовь и новое счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!